Всем привет! Вы находитесь на канале Радости Частного Дома, и с вами, как всегда, Вадим. Сегодня поговорим о том, когда убирать помидоры на дозревание с грядки. Есть несколько причин для этого. Первое. Помидоры стали болеть, к примеру, фитофтора, и чтобы спасти их хоть какой-то урожай, убирайте помидоры на дозревание. Вторая причина – дождливая погода. Помидоры лопаются, начинают гнить, убираем томаты на дозревание. И третья причина – ожидаются заморозки. Вот моя причина, почему я убираю все помидоры с грядок. Убираю как бурые, так и зеленые. Если ударит их мороз, урожай оставшийся погибнет. Когда снимать помидоры в теплице на дозревание? Все томаты, выращиваемые в теплицах, рекомендуется снимать с куста немного недозревшими, светло-бурыми. Это позволит оставшимся зеленым помидорам дозреть быстрее. Точное время, когда нужно собирать помидоры для дозревания, зависит от периода высадки рассады и сорта овоща как в теплице, так и в открытом грунте. Как правило, первый урожай тепличных томатов собирают в начале июня, а плоды позднеспелых сортов снимают с куста в конце сентября. Но при этом нужно учитывать погодные условия. В теплицах чаще всего выращивают более привередливые томаты, которые боятся холода. Поэтому, как только в защищенном грунте устанавливается температура ниже 9 градусов, дозаривание помидоров проводят дома. Когда собираете помидоры на дозаривание, обращайте внимание, чтобы не было никаких повреждений на помидорах. Такие помидоры с повреждениями не будут лежать, независимо от того, зеленые или бурые. Помидоры для дозаривания я складываю в сарае. Это традиционный способ в хорошо проветриваемом и достаточно влажном помещении с температурой 10-15 градусов. Помидоры раскладывают на полках, в корзинах или ящиках, или, как я, просто на полу постелил вот такие вот тряпки ненужные. В несколько слоев, не толще 20 сантиметров, и проверяют каждые 3-5 дней. Забирают спелые плоды и уничтожают те, на которых появились повреждения. Условия дозревания помидоров можно менять на свое усмотрение. Если вы хотите ускорить этот процесс, повысьте температуру в помещении до 20-25 градусов. Обеспечьте яркое освещение и среди зеленых помидор положите несколько красных, полностью спелых томатов, красных яблок или бананов. Дело в том, что газ этилен, выделяемый спелыми помидорами или другими овощами, способствует более быстрому созреванию помидоров. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.